Всем доброй ночи. Вы знаете, после чистки я прям спать не могу, если честно. Не получается. Вот такая бодрость и сила, что не могу уснуть. Надо было или сразу завалиться спать, или сейчас никак. И тем более ночь я выбрала такое время, когда мало будет народу и не будут действовать на нервы. Дорогие друзья, я про камней много рассказывала. Можете открыть мои прямые эфиры, ролики о камнях. Не будем снова одно и то же говорить. Но время от времени меня просят показать камни, насладиться их блеском, но еще поговорить немного о камнях. Что из себя представляет камни, название камней запомнить. Знаете, тоже знать столько камней не так легко и просто. Давайте немного насладимся блеском этой красоты. Камни – это энергия Земли, это сила Земли. Камни способны брать на себя удары. Камни способны оградить вас от сглаза, от всего. Не зря зашивали блистательные камни детям, например, да, от изглаза говорили. Потому что когда человек на тебя смотрит резко, у него взгляд попадает сразу на камень, а потом только уже на тебя. Поэтому здесь я поцарапала просто немного, но сильно не видно. И потому тебя как бы камень ограждает от сглаза, берет удар на себя. Через некоторое время камень может треснуть. Доброй ночи. Есть такое, камень трескается. Знаете, есть люди, у которых камни долго не выдерживают, особенно кристаллы. Что такое кристаллы? Кристаллы – это соединение воздуха, то есть сплотнение воздуха и солнечного света. И вот получается камень, кристалл. А в воздухе, то есть в атмосфере, кто обитает? Духи. И вот считалось, что кристаллы – это пристанище духов. А вот бриллиант, например, это вообще дитя богов. Алмаз, он еще и адамант назывался, его древнее название. Давайте сейчас исправлю так. Адамант. Он соединение самых сильных духов. И поэтому он приносит действительно богатство. Алмаз не любит быть один, он должен окружать себя роскошью. Человек, который приобрел хоть один бриллиант, самый маленький, у него в скором времени будет еще, и вот так до бесконечности. Это проверено. Почему я говорю, постарайтесь, чтобы у вас в коллекции, вообще в украшениях был самый обычный, самый маленький бриллиантик. Есть даже такие очень мелкие кольца, например, бриллиантовые, да, могут продаваться 15 тысяч. Мелкий, но это бриллиант. Как бы там ни было, хоть оно там, я не знаю, миллиграмм, но это бриллиант. И оно обязательно притянет еще за собой. Это, дорогие друзья, аметрин. Аметрин и аметист это, ну, одного, скажем так, типа камней. Привет, я. Однотипный, то есть камни одинакового, скажем так, состава, но аметрин чуть светлее, и он такого кофейного оттенка, рыжего кофейного, ну, разные. Есть пудренный такой аметрин, есть сероватый аметрин. Но в любом случае аметист и аметрин, они отличаются. Сейчас я вам покажу для сравнения. Давайте. Вот он, аметистовый вот это вот. Сейчас, секунду. Да что ты? Это я сейчас уже не помню, кто когда подарил. Это основное количество, это подарки мне, поэтому уж не спрашивайте. Я, когда дарят, я выставляю, уже не могу всех вспомнить, все имена. Людей-то помню, но имена нет. Вот это аметрин, а вот это вот, сейчас, секунду, а вот это, а вот это аметист. Видите разницу? Аметист немножко бордовый. Аметрин светлее. Вот. А это аметист. Вот он.
Он такой вот выглядит. Сейчас еще вам покажу аметисты, аметрины. Сравните. Секунду. Вот аметрин. Опять же аметрин. Видите, он чистый. Это в основном Непал, Индия. Это в основном, ну, восточный типаж, восточный тип. Вот еще какой есть, скажите мне. Ой, забыла все название. Все, Мадагаскар, вот, Калькутта. Это там в основном, потому что их тип украшений именно вот такого типа. Знаете, скажем, камень, он должен быть полностью свободен. Кстати, пока не забыла, возьму сейчас украшения еще восточных стран. Они же из разных стран по-разному делают. Сейчас, если смогу вытащить, я вам покажу. Надеюсь, что смогу. Ой. Так. Специально все вытащила сегодня, чтобы показать. Подождите секунду. Да, вот сейчас я вам постепенно покажу. Вот это гранат и... Нет, это рубин. Извиняюсь, это рубин. И как он там назывался, блин, этот камень? Сейчас, не перебивайте, сейчас вспомню. Хризопрас. Нет, это не изумруд. Изумруд, он немножко другой. Изумруд покажу. Не, изумруд сейчас я вам покажу, если вы хотите. Изумруд я вам покажу сейчас. Изумруд тоже мутный, но не до такой степени мутный. Изумруд все-таки кристалл. Вот он, изумруд. Это изумруд и бериллы. Вот. Но бериллы, когда втиснутые вот в такой круг, вот сильно, они мало блестят. Понимаете, для того, чтобы блеск был у камня, он должен быть свободен. Видите, во все стороны блестит. Вот поэтому индийский вариант камней, он свободен. Вот камень просто как в легком полете. Вроде его держит оправа, но камень, он абсолютно, ну, в воздухе. А вот восточный типаж, восточная огранка, это Персия, Турция и прочее. Там в основном камень втиснут в разные там, видите, в мелкие камни его окружают там красотой всякой. То есть большие камни, они в мелких камнях. И сзади закрыто, поэтому он такой мутный, и блеск у него не такой сильный, а мог быть еще сильнее. Видите? Вот это изумруд, он мутный изумруд. Сейчас покажу вам вариант немножко другой, но это цаванит. Вот. Это кольцо Хюррем, которое это цаванит, камень. В золоте он, правда. И вот он немножко в легком полете, поэтому он так сильно блестит. Что такое цаванит? Это зеленый гранат. Вот, это зеленый гранат, это и есть цаванит, дорогие друзья. Кристаллы вообще, они, да, он очень глубокий, вот, зеленый такой. Кристаллы, потому что, вот смотрите, почему он блестит, потому что внизу тоже свободно сделано, видите, раскрыто. Ой, и здесь. И поэтому он такой вот прям блестящий. Вот цаваниты, они были очень редкие камни, когда-то, они сейчас редкие камни.
И когда-то они были очень дорогие, вот наравне с бриллиантами. Сейчас, конечно, они не так дорого стоят, но они тоже дорого стоят. Вот, например, знаете как, редкие кристаллы, если человек добивался редких камней, он уже был не беден, скажем так. Поэтому сказать, что они камни богатства, ну, они больше камни роскоши, они притягивают роскоши, взгляды и так далее. Потом цианид лечит артериальное давление, поэтому многие носили вот такой крупный цианид, и вокруг там, если не могли себе позволить много там носить. Цианид в измельченном виде существует в лекарствах от инсульта, от кровоизлияния. Ну, в общем, для мозговой деятельности дорогие лекарства, которые колят людям или дают, у них измельченный цианид. В цианите есть некий такой компонент, уж не знаю, что это за компонент, медики лучше знают. И он улучшает вот это давление. Если цианид носить близко к телу много лет, да, он может как бы, скажем так, со временем привести в норму давление. Вот вся эта коллекция, эти даже не вытащила, потому что я их не надеваю, серьги. А вот это вот этот комплект с аванитом. Так и называется хюрем. Так. Дальше еще покажу вам сейчас аметрин. Вот серьга, это аметист. Видите, опять же, аметист, потому что такой розовый, бордового типа камень. Это аметист. А это аметрин. Вот, пудровый аметрин. Вот. Ну, может, когда-нибудь у меня тут закрылись, надо их по новой обновить. Такой светло-коричневый пудровый аметист. Аметрин, извиняюсь. Вот, опять же, обхватывает, но камень в полете. И очень мелко, когда вот очень мелкая грань, а здесь прямая, то есть багетный, почти багетный. Не совсем, но почти багетный, он сильнее блестит, вот когда здесь вот ровно сделано, видите? Это аметрин, дорогие друзья. Да, различный аметрин, типа аметрина. Вот и это аметрин, и тут аметрин. Вот это более глубокий аметрин, здесь более светлый аметрин. Собственно говоря, пожалуйста. Это у нас аметрины. Вот он, аметрин. Чем мельче его огранка, тем сильнее она блестит. Аметрины, они в основном, знаете, использовали в коронах и так далее. До почти что 18 века аметрины были, не, скажем так, редкий камень. А потом уже их производство стало больше, и они упали в цене, уже как-то меньше стали использовать для королевских особ. Вот еще раз вам покажу для сравнения. Вот он. Аметист и аметрин. Аметист, он все-таки бордового цвета. Более насыщенный и такой терпкий. А это вот такой более воздушный и мягкий цвет. Это у нас аметрины. Это александрит. Да, александрит, правильно. Вот. Они чем-то похожи, их можно путать, если ты не знаешь эти камни. Но александриты есть и более темные, и более светлые, есть красноватые. Сейчас покажу, есть различный тип александритов. Этот тоже аметист. Вот это чуть светлее аметист, видите? Но это аметист. Это не аметрин. Вот. Да, господи, Александрит. Это для простых людей надо приметы соблюдать. Нам эти приметы, знаете, ну никак ничего не меняют. Ни туда, ни сюда.
Аметисты и аметрины, дорогие друзья, они, в принципе, камни, которые улучшают состояние, и они притягивают темный глаз. Да, так, вот, значит, хризопрас и рубин. Это вот восточный тип таких колец. Массивных, больших и разнообразных. Здесь тоже рубин и хризопрас. Мне когда-то отправили всю коллекцию Кёсем Султан. То есть это, собственно говоря, копия ее украшений. Потому что у людей доступ есть в музей, да, они уже смогли. Это хризопрас полностью, вот эти вот разных типажей мне было отправлено. Вот это мелкий изумруд, маленький, и вот по мелочи. Восточные украшения, они такие, они кичливые, разноцветные, разнообразные. То есть вот так. Рубин здесь на все пальцы одеваю, как цыганский барон. Во. Видали? Рубин – камень богатства. Рубин притягивает богатство. На самом деле рубин очень сильный камень. Его не стоит недооценивать. Здесь рубин и хризопрас, опять же, с берилами вот внизу. Тюльпан – это символ правящей династии. Вот. Дальше. Ну, в принципе, достаточно, наверное. Вот опять хризопрас и берил. Это все восточный тип колец, которые в Османской империи, в принципе, были приняты. И вот все эти наши великие султанши как раз носили вот такого типа украшений, так, с такими разнообразными там и камнями, и узорами. Видите, вот. Рубин охраняет человека в дороге, потому что в рубине есть определенные силы. Если это настоящий рубин, это настоящий рубин. Он способен охранять в дороге, поэтому люди любили вот что-нибудь такое рубиновое, какое-нибудь украшение с собой носить, чтобы в дороге было безопасно. Это у нас раухтопаз. Вот. Это раухтопаз или дымчатый кварц. Могут взаимодействовать, сейчас даже уже делают такие украшения, где и серебро, и золото. Я показывала, израильское производство полностью такое. Серебро и золото вместе. По-моему, здесь она. Сейчас даже покажу вам. Нет, она не здесь. Видимо. Может, здесь. Да, вот она. Видите? Вот золото, вот этими тонкие слои. Там вообще нет позолота понятия. Там золото. Чего? Какой криминальный Аллах? Что за хрень написал кто? Криминальный алмаз называется берил. Потому что огранка берила настолько похожа на бриллиант, что может сойти за бриллиант очень просто и легко. И поэтому и называли берил криминальный алмаз. То есть 30% советских бриллиантов оказалось, что это берилы. Вот, видите, вот это тонкий слой золота. Это золото. Я не собираюсь сидеть и по вашему заказу говорить о камнях что-либо. Вообще не собираюсь сидеть и говорить.
Так что сейчас есть и золото, и бриллианты, извиняюсь, и серебро вместе взаимодействуют. Но стараются отдельно носить, потому что это не то, что это нельзя, это просто считается безвкусностью. Вот золото. Можно белое золото и серебро. Они как бы более-менее гармонируют, да. Это у нас агат. Точно так же. Вот хризопрас. И вот это вот корона Давида. Видите, израильское производство. Яфа называется. Компания Яфа. Израильское производство, оно сразу бросается в глаза, потому что оно очень напоминает старину. То есть оно сделано под старину, во-первых, и корона царя Давида. Видите, это рубин большой. Вот. Вот просили, показываю и рассказываю немного о них. Ну вот, есть люди разные, Ян. Не у всех есть вкус. Понимаете? У кого-то есть деньги, а вкуса нет. У кого-то наоборот и так далее. Мир такой. А теперь перейдем с вами в другое измерение и покажем вам... Ой, блин, елки-моталки. Цитрин. Это уже начинается Персия. Это Иран, это Ирак, это Сирия, это Ливан. Вот там такие вот такого типа украшений, большие, массивные и с различными вот узорами. Да. Ну, он поэтому и назван цитрин, как бы намек на цитрус. Вот он цитрин. Да, с таким цитрином никакой маньяк не подойдет. Как дашь по башке, труп. Цитрин. И это цитрин, дорогие мои друзья. Где у меня еще были эти маленькие цитрины? Ну, я найду потом. Сейчас не помню, куда их положил. Искать неохота. Вот. Дальше. Цитрин тоже камень богатства. Цитрин тоже притягивает деньги. Цитрин может помочь в решении проблем человеку, то есть ускорить это решение, если он носит постоянно цитрин. Вот это паучок. Из цитрина. Давайте дальше посмотрим. Это цитриновое кольцо. Это чуть посветлее цитрин. Это цитрин афганский. Это цитрин африканский. Африканский, он намного чище. Это цитрин Северной Африки. Он более такой желтоватый, а это более светлый. Да, цитрин как солнце. Вот, собственно говоря. Это его серьги. Да, разные, они все разные. Смотря где добиваются, они разные. Это цитрин тоже африканский, светлый и очень чистый. Видите? Прям сверкает. Вот. Сейчас, секунду, покажу дальше. А это браслет его. Вот комплект его. Поверьте, если я скажу, что еще даже не носила нигде. Настолько мне и времени нет, и как-то и сил нет на это все.
Вот. Цитрин проясняет ситуации. Понимаете, как камни, дорогие друзья, они взаимодействуют с людьми. У камней есть особенности, они действительно существуют, эти особенности. Это действительно так, и оно не просто так красивые слова. Но смотря с каким человеком они как сработаются. Понимаете, вот еще один цитрин. Это тоже цитрин. Надо, кстати, с цитринием положить. Вот. Тоже африканский цитрин, хоть он чуть потемнее, более желтоватый, но он очень чистый. У кого день рождения? У Алены? Поздравляю вас. Но учтите, день рождения – это самый плохой день в жизни человека. Поэтому лучше особо не зацикливаться на днем рождения. Я единственный человек, который не дал никому никакие ритуалы на день рождения, потому что день рождения – это самый опасный день. Очень многие люди в мире умирают именно в свой день рождения. Извините, что так говорю, это вас не касается, но чтобы вы знали, концентрация энергии в жизни человека в день рождения намного сильнее, чем в другие дни. Причем эта концентрация не самая лучшая. И поэтому всегда было принято праздновать день рождения или после, позже, да, ну не раньше. И не в тот день, когда человек родился. Скромно отвечайте и все. Боги не любят, когда человек свой день рождения празднует с большим размахом. Все люди, которые были богаты, например, вот Тельман, если помните, да, наш этот владелец Черкизона, он отпраздновал свой день рождения со звездами, с великими там еще кем-то. Да, для матери только, потому что она родила его. И после его дня рождения он разорился. И теперь он уже не так живет, как жил раньше. Собственно говоря, понимаете? Боги не любят, когда человек особое внимание уделяет своему дню рождения. Они считают, что их создание не должен кичиться тем днем, которым он абсолютно не причастен. Вот и все. И поэтому люди, которые очень шумно, постоянно празднуют свой день рождения, они неудачливые. Знайте об этом. Так, цитрин. Пойдемте дальше. Где у нас цитрин еще один? Давайте все сюда закроем. Угу. Кому мы перейдем? Так, горная хрусталь. Горная хрусталь – это очень тяжелый кристалл. Ой, забыли с цитринами это положить еще. Лезь туда, лезь. Вот так. Он кристалл тяжелый, да, достаточно массивный. Когда-то горная хрусталь была очень популярна среди знати, и многие носили украшения из горного хрусталя. Сейчас это обычный камень, полудрагоценный, скажем так. Это не драгоценный камень, это полудрагоценный. Хотя некоторые драгоценными можно назвать, топаз, например. Вот, это моя коллекция горного хрусталя. Правда, это не вся коллекция. Это не горный хрусталь, это... Ой, блин, уже не помню камень, все. Тогда еще посмотрела, показала. Просто я здесь все белые камни воедино соединила. Это у нас богемское стекло. Или не-не-не, богемское это другое, это тоже горная хрусталь. Просто она специально сделанная. Это польская. Нет, нет там циркона. Это польское украшение, это тоже горная хрусталь. Но она специально сделана, как внизу видите. Да, ветки такие. Вот она такая необычная вещь. Дальше.
Эту горную хрусталь мне привез Лёша из Индии. Багетный хрусталь. Вот он такой. Видите, огранка грубовато сделанная. Человек, который эти камни продает, эти украшения, индусский бизнесмен, он ювелир. Дорогие друзья, он на одну ногу хромой, и он был абсолютно сирота. Сейчас у него камни за сотни тысяч долларов заказывают самые богатые люди мира, в том числе и России. Понимаете, когда человек хочет чего-то добиться, для него нет никаких помех, даже если у него там с ногой проблемы, даже если он сирота, даже если он на улице живет. Если он хочет, он поднимется. Вот теперь он один из самых, скажем так, знаменитых и самых богатых ювелиров Индии. И вот в его магазине он вот это приобрел и привез мне в подарок. Да. А вот это берил. И, как видите, он очень сильно сверкает. Если бы он не был такой огромный, можно было подумать, что это бриллиант. А если его раздробить и сделать по частям просто, знаете, очень легко можно выдать за бриллиант. Потому что, да, это мы не ограничиваемся в своем теле. Мы больше, чем тело. И люди, которые на меня обижаются, глупые, если бы они были разумные люди и слушали то, что я им говорю, их жизнь бы поменялась. Многие, которые вначале получили прям втык хороший, потом поняли, потом у них все изменилось, и они сказали: Хорошо, что она вот так строго со мной поговорила, у меня все поменялось». Разумный человек не озлобляется. Разумный человек принимает вот это, понимаете, как бы вот это вот слово сказанное и меняет свою жизнь. Горный хрусталь. Опять багетный. Вот он сделан специально такой. Вот. Он немножко маленький, хотя кольцо большое. Сейчас попробую показать вам, как она выглядит. Считалось, что если долго смотреть на горную хрусталь, то можно вылечить глаза, а некоторые видели духов. Именно поэтому из горного хрусталя и сделали вот эти предсказательные шары. Вот эти огромные шары, они из горного хрусталя. Это ж не стекло, это горный хрусталь. Вот, дорогие друзья, собственно, вот она. Белый камень имеет такую свою магию, знаете, она как-то так дороже, что ли, тебе показывает. Вот не знаю, как объяснить, но у нее есть своя магия, своя необычность, собственно говоря. Это мы все сюда положим и закончим. Так, здесь не помню, что было. Это у нас оникс в виде замка. Подвеска. Черный оникс. Оникс, знаете, да, мрамор. Но он такой обработанный мрамор, собственно говоря, с огранкой. Ограненный мрамор. Ну, выглядит так симпатичный замочек. Так, это, скажите мне, пожалуйста, авантюрин. Синий авантюрин. Синий или черный, он одинаково выглядит. Вот. Это большой такой, большой перстень. Авантюрин было опасно носить людям до 30 лет, потому что авантюрин... Нет, это не агат, это авантюрин. Не видите сверкание? Авантюрин, он человека вводил в разные приключения. На то он и называется авантюрин. Но я люблю его еще желтый цвет, золотой песок он называется. Так, это у нас аквамарин, насколько я помню.
Нет, это топаз. И это африканский топаз, он такого типа. Вот. Аквамарин, сейчас я вам покажу. Дальше. Это раухтопаз, дымчатый кварц. Но здесь огранка немножко другая. Видите, она ровная такая, круглая огранка, поэтому как капля слезы. Вот. Может, и на коготь похоже. Конечно, бывает желтый авантюрин, золотой песок называется. Так, это, насколько я помню, афганский топаз. Он синий. Вот, видите, разница какая. Разница большая, хотя и то топаз. Это синий такой. Прям синий. Светло-синий топаз. Когда-то был мой любимый камень, я все время с ним ходила, потому что он удобный. Дальше. Давайте посмотрим. Это марказиты. Дороже? И то дороже. Они практически одинаково дорого стоят. Это черный гранат. Это Персия. Золото и серебро. Красиво очень смотрится, хочу вам сказать. У меня и фотографии есть с этим перстнем. Видите? Это мелкий горный хрусталь, это не в счет. Все, улетело. Изумруд и марказит в белом золоте. Надо, кстати, его туда, где золото, туда положить. А то я уже забыла про него. Да все похудело, все и лицо, и руки. Это я называю капля ртути. Это из белого золота вот такой вот. Нет, он не лезет вот так вот. Необычная, да, штука? Так, это здесь закроем пока. Хотя гранат, вот эти можно еще, пускай. Это мне Марго отправила из Украины. Это Марион, но он обработанный. Да. А это другой Марион, не обработанный. Марион опасный камень. Марион камень ведьм. Марион камень духов. Учтите, если Марион вас не взлюбил, то он может вам принести очень много бедствий. Поэтому с Марионом будьте осторожны. Я сюда, наверное, разложу все черные камни. Вот что я сделаю, да? И это будет правильно. Все. Заодно и разложу по местам, что куда надо. Сейчас посмотрим. Да, здесь тоже достаточно такие. Изумруд. Изумруд – камень, приносящий славу, удачу, богатство. Это правда. Но, еще раз говорю, каждый камень индивидуальный. Если он вас полюбит, а он полюбит или нет, это большой вопрос. Камень должен полюбить вас. Тогда только он свои качества открывает. Если не полюбит, то это все уже просто сказки. Так, аметрин. Это персидское кольцо. Вот, это серебро. Здесь золото, топаз мелкий и аметрин. Вот он, собственно говоря, как видите. Замечательное и тяжелое
вещь. Вот. Вот. Нравится, красиво. Но для нее рука нужна особая. И это нелегко. Вот. Я о них вспоминаю, когда прямые эфиры есть только вот так. Да, она не очень удобная, но, но красиво. Зато душу греет, когда понимаешь, что такую красоту. Пусть руку сломает, хрен с ним, лишь бы с красотой. Тоже один из типов аметрина. Вот особые обработки, как видите. Такой круглой формы. Это розовый кварц. Тоже персидского производства. Видите, как вот. Ой, извиняюсь. Ну, чем он похож на цитрин? Ну, ничем не похож на цитрин. Это нет, это не цитрин. Спасибо. А это аметист. Вот, это аметист светлый и темный. Он немножко большой, но мне подарили, он есть. Это лунный камень. Вот. Угу. Лунный камень, дорогие друзья, помогает от внутренних бурь, от боли, от переживаний. Это раухтопаз. Да, это они все кастеты. Называется «Книга мудрости». Но мне почему-то кажется, он похож на щит, вот такой древний. Называется «Книга мудрости». Вот такой тип кольца. Что сеточка сделана специально так для красоты, чтобы сверкало как-то. Сейчас принесу, я зарядку поставлю, потому что иначе она сдохнет, не дотянет. Да, мне кажется, и то подходит для такой красоты. Сейчас извиняюсь, иначе мы ничего не посмотрим. Так. У меня зарядка, чтобы вы знали, вот такая вот. Видали, не? Вот так. Однажды в аптеку зашла, что-то купила, порылась там в сумке. И смотрю, мне, блин, эта зарядка мешает. Вытащила, поставила на прилавок у них. Так вот поставила. И дальше копаюсь в своей этой, ну, сумке своей. Они чуть не легли под стол. Я говорю, а что вы это? Да это, говорю, зарядка. Они, ой, ой, а можно сфотографировать? Я говорю, да фотографируйте на здоровье. Они там всем этим коллективом по очереди его фоткали. Да, весело было, однако. Доброе утро. А я не подумала, думаю, а что они так побледнели? Вроде ничего. Вот. Надо было еще крикнуть «Аллах Акбар». Вот тогда было бы, конечно, очень весело. Вот не додумалась я до этого.
Сейчас, секунду. Есть такой армянский юморной фильм, где не хотят, чтобы теща уехала в другую страну. Ну, чтобы деньги не тратить. Кстати, вот это тоже горная хрусталь. Забыла показать. Короче, не хотят, чтобы теща уехала в другую страну и, значит, одевает ее в майку Бен Ладена и отправляют в самолет. Через полчаса ее оттуда выводят, приводят. Она говорит: дочка, выгнали, говорит, меня из самолета. А что случилось? Да вот это, надела майку, которую ты мне подарила. Зашла, и как ты меня учила, так и сказала, говорю: Аллах Акбар. А меня, говорит, за руки, за ноги и выкинули с самолета. Вот я думаю, может, не надо было это сказать? Было бы весело. Но я пожалела девушек. Однако. Вот. Так, вы спрашивали про топаз. Это топаз. Это еще называется королевский топаз, потому что он очень чистый. Да, они уже собирались лечь. Ой. Ведь на самом деле в этих словах ничего страшного нет. В переводе означает «Бог един». Но, к сожалению, столько было сделано страшного с этими словами, что у людей просто в памяти осталось, и они этого боятся. Их понять можно. Так. Ой, алкаши у нас наверху бунтуют, что-то у них случилось. Это армянское производство. Это работа армянского мастера. Вот. Нет, Акбар один, един. Не велик, а Бог един. Слово Акбар означает един, единственный. Это тоже работа армянского мастера. Наверное, того самого, если честно. То есть и тот, да? Вот. Это крупные, очень крупные, значит, топазы. Сейчас я еще, напомните, еще одну работу армянского мастера покажу. У нас мастера умеют. Вот это тоже красиво сделано, необычно. И это очень необычно. Посмотрите, как лодочка. Вот он так обхватывает, да, со всех сторон. Вот она. Доброй ночи. Да. Следующий сейчас опять покажу топаз. Это тоже топаз, как ни странно. Насколько я помню, это топаз. Да, это топаз. Кольцо в виде сердца. Ну, тем они хорошие, Яна, что они не под гребенку, знаешь, одинаково делают, потому что ленятся что-то делать. А вот, да, это есть. А это вот опять камень в таком свободном полете. Видите? Индия, Азия, там в основном предпочитали камни носить, вот лишь бы просто была оправа и на что надеть, и все. И камень был просто в свободном полете. И он всю свою прелесть показывал. Да, это тоже топаз. Топаз я люблю. Я раньше не понимала, почему я так обожаю топаз, аквамарин, вот голубые камни.
Потом поняла, я же водолей. Вот поэтому я и люблю все, что связано с водой. Меня вода успокаивает. Когда я нервничаю, я хожу в душ, и мне это снимает стресс. Вода, вот. Я очень люблю воду. Водная стихия. И в детстве также ходила по лужам. Вечно меня ругали, а я все время приходила мокрая. Обожала по лужам ходить, не знаю почему. Так прям сколько у меня есть сил, там туда прям плюхивалась в эти лужи. Вот, это топазы. Значит, это тоже топаз. Ну, подарили люди, это все подарки. Как говорят, знаете, от народа пришло это все. Это тоже топаз. Все они разные, видите, различного типажа топазы. Это тоже топаз. Точно так же топаз, как и все эти вместе взяты. То есть различного типа топазы. Это нет. Вот топаз и танзанит. Вот топаз, да. Топазовое море, точно. Вот они. Это посветлее топаз. Просто они где добиваются, вот, собственно говоря, тем и отличаются, что добыча, например, в Африке, это более темные топазы, афганские более синеватые и так далее. Вот, собственно говоря, вся коллекция топазов. Нет, еще есть, конечно, но вот это все пока такие более крупные. Я здесь ложу отдельно, чтобы не мешались мне под глазами, не попадались. Вот все. Уберем. Это вроде все я показала вам. Это я сказала, это я напомнила. Да. Здесь посмотрим, что у нас. Это тоже работа армянского ювелира. Это магический знак от сглаза. Аметист. Вот. Такие тонкие вот эти пласты золота и серебро. Это у нас александрит. Вот. Ну, у нас очень много в культуре схожего, поэтому это тоже александрит надо будет туда положить, наверное. Вот он. И это, дорогие друзья, белый топаз. Колье. Вот он такой. Вот. Да, он красиво очень сделанный. Это работа дагестанских мастеров. Кубачи. Вот, собственно говоря. Сейчас я разложу на черном фоне, оно лучше видно. Вот. Ой, спасибо большое. Я тоже люблю людей, поэтому я столько ими дарю. Если бы я не любила людей, как некоторые твари говорят, что я злая, такая-сякая. Злые люди столько своего времени не уделяют и бесплатно, просто так, и даром не учат людей жить хорошо и выйти из кризиса. Злому человеку похрену, как те живет, понимаете? Это у нас Васильев, лимонный, лимонный кварц, ну, есть темный цитрин такой. Он любит вообще, обожает он эти вот марказиты, везде сует. Вот. Хотя у него неплохие, скажем, работы. Вот лимонный кварц и марказиты. Да пусть говорят, что хотят, друзья мои, мне все равно. Я знаю, что люди ко мне относятся хорошо, а кто там, какие черви мне что скажут, как захотят вредить, как будут трогать каналы, это уже
Абсолютно от бессилия просто, от того, что понимают, что ничего со мной не могут делать и не сделают. Уже невозможно сделать, это запущенный механизм, уже сотни тысяч людей, и это смешно даже мне что-то делать. Я же говорю всегда, я никогда никого не трогаю, пока меня не затронули. Я даже рада, что так получилось. Знаете почему? Потому что я буду два канала развивать. Вот надо было раньше об этом думать. Просто иногда объявлять, что чистка будет на этом канале. Тогда люди просто узнают про этот канал. И будет спокойнее мне, я буду знать, что мои труды никуда не пропадут. Хотя они и так не пропадут. Уже все загрузили, у всех оно есть. Вот это мне тоже подарили. Это у нас перит и халка-перит. Мои любимые камни. Это зеленый перит и обычный перит. Это очень красиво. Это тоже армянские мастера. А этот мне супруг подарил. Сейчас покажу. Некоторые спрашивают, вот, а как вы живете, а какой у вас брак? Дорогие друзья, нам не дадут служить мужчине или жить для своего удовольствия. У нас только гостевой брак. Мы можем видеться с человеком, но у каждого из нас своя работа, свои дела, и нам не дают так прямо все время быть вместе. Так положено, так надо. Если хочешь, чтобы этого человека, не потерять, то только таким образом нам дается этот брак. А в основном все это дарится людям, понимаете? Я не буду сейчас сидеть и как бы по мелочам рассказывать, и не считаю нужным вообще рассказывать об этом. Да, я как Персефона, вот точно. И смысла нет, у всех свои проблемы, трудности. Зачем это вам надо? Главное, знаете, судите меня по моим работам. А с кем я сплю, с кого я люблю, что у меня в жизни происходит, это, это пусть будет мое личное. Это не касаемо никак ни работы, ни вас. От этого работа моя не страдает. Поэтому я считаю, что человека должны судить по его творчеству. Некоторые лезут в семьи, начинают обсуждать, кто с кем живет, а зачем вот так любит. Вот недавно посмотрела, там известный актер Голливуда, вот жена такая толстая, зачем он любит. А он сказал, моя жена меня вывела из того света, вернула. И я с ней счастлив уже 28 лет. Понимаете, толстая она или худая она, что людей любят за то, что они толстые или худые, или за душу. Когда они встретились, она не была толстой, но у нее произошел гормональный сбор, понимаете. Какое ваше собачье дело, кто толстый, кто тонкий, кто какой? Вообще, это я считаю, что это... Что значит, женщина прошла с тобой все трудности, как она потолстела, надо ее бросить теперь, потому что она толстая. Понимаете, что существуют болезни, при которых люди полнеют, опухают. Я располнела из-за гормональных лечений, вот потому что надо было так, выхода не было. Я 7 лет борюсь до сих пор с лишним весом, еле-еле вот привожу себя в норму. Что я не человек, что ли? Понимаете, это все вызывает омерзение. И хочется сказать, не ваше собачье дело, кто с кем живет, кто кого любит. Любит эту женщину, значит, есть за что любить. Любят душу. Можно быть безмозглой такой куклой, знаете, надутой какой-то, непонятной, с губами и с ушами, но там нету человека. А это его друг. Как вы можете вообще, кто вы такие, лезть и обсуждать, кого кто должен любить? Поэтому всегда говорю, вот он актер, судите его по его мастерству. К мастерству есть какие-то претензии? Нету, все. Больше вас ничего не касается. Дорогие друзья, вы такие, какие вы есть. С кем вы общаетесь, с кем вы ругаетесь, кому вы помогаете. Вот вы такие люди, понимаете? Не надо соответствовать общим стандартам. Да, надо жить как человек, надо ошибки исправлять, надо эти ошибки не повторять, я согласна с вами. Но вы не обязаны жить по стандартам. Вы не хотите родить ребенка, вы не чувствуете, что вы будете матерью. Ну вот нет у вас этого, или какой-то страх останавливает. Или, может быть, есть какие-то генетические заболевания, вы не хотите передавать. Вот не хотите, это ваше личное право и желание.
Вы не обязаны соответствовать всеобщим критериям. Вот, надо рожать, а зачем? Есть миллионы людей, которые пришли в этот мир, были бездетны, но их имена тысячелетиями звучат, понимаете? А и были люди, которые родили 20-30 детей и умерли где-то под заборами, беспомощные, без ничего. Поэтому о чем речь? Нет общих стандартов, кого надо любить, как надо любить. И кто сказал, что брак это обязательно, чтобы день и ночь они храпели рядом. Брак может быть и долговечен, и, понимаете, у каждого свое понятие. Был такой нефтяник в Осетии иранского происхождения, который был старше своей жены на 25 лет. И все говорили, что, мол, ну, вышла ради денег, из-за денег и так далее. А она его любила. Она после его смерти не вышла замуж, писала о нем воспоминания и все такое. И вот есть такой, в Осетии есть замок такой венецианский. То есть он вот копия замка Венеции. А как получилось? Вот говорите, вот 25 лет он был старше нее. Он сделал все для нее. Он был таким мужем, что его не любить было невозможно. Так вот, они отдыхали в Венеции, и ей понравился замок. И она сказала: ой, какой красивый замок, вот бы мне такой бы построили. И все, и забыла про этот разговор. После того, как они вернулись, проходит где-то 1,5 года, и он ее приглашает прогуляться. Тогда женщины не особо выходили из дома, у них не было возможности путешествовать туда-сюда. Они всегда с мужьями, особенно в богатых домах, с прислугой, с мужем. Как-то редко выходили они из дома. И поэтому это вполне вероятно, что она могла не узнать об этом и не видеть. И он ее приглашает на прогулку. Они, значит, прогуливаются по Владикавказу, насколько я помню. И в окрестностях она видит этот замок. И она просто обомлела и говорит: как? Ну вот, говорит, твой замок, который ты хотела здесь видеть. Нравится? Ну как это получилось? А я построил для тебя копию того замка, который тебе понравилось. Вот как можно такого мужчину было не любить, даже если он был старше? Вы понимаете, дорогие друзья, просто когда судят люди, они же не знают о взаимоотношениях людей. И поэтому со стороны поверхностно, вот быдляцки, колхозно суют свою морду в чужую постель и в чужую жизнь, не понимая, что это не ваше собачье дело. Вот и все. И потом, вот, когда много лет прошло, когда воспоминания о нем, люди поняли, что эта женщина действительно его любила. Она не ради денег вышла, она просто вышла ради его души. У него душа была прекрасная просто, и невозможно было такого человека не любить. Вот, собственно говоря, что я хотела сказать. Вот разбудили вас на прямой эфир. Рубин. Большой такой рубин, сверху золото, внизу серебро, производство Персии. Тоже один из моих любимых колец. Кольцо Сулейман. Черный султанит. Это очень редкий камень. Султанит встречается, но вот черный султанит, он очень редкий камень, причем такой большой. Это мне тоже подарили. Перстень называется. Султан Сулейман или Сулейман. Ну, в общем, вот так и называется он. Вот гранат, изумруд и султанит. Хотя это серебро, но оно может стоить дороже, чем золото. Потому что редкая вещь. Видите? Вот с этим гармонирует очень. Султанит, он вообще считался камень победы. Вообще султанит редкий камень и не часто встречается. Если вы видите в магазине все султанитом, там за 1000-2000 рублей,
Это не султанит, дорогие друзья, это, скорее всего, искусственный, потому что э, кольца вообще султанитом начинается от 30-40 тысяч. И смотря какой султанит. Если это большие, мощные камни, то они, конечно, намного 100-200 тысяч они могут стоить и больше. Но это к слову, что султанит редкое, а черный султанит вообще редкий камень, очень редкий. Вот. Сделано под старину, тоже копия. Копия колец вот османского времени, персидских шахов и так далее. Ложись, Яна, ложись. Я контролирую ситуацию. У нас народу сейчас немного, поэтому все будет хорошо. Все будет доброе. Знаете, когда э, украинец зашел в купе, там сидят два негра. Он открывает дверь, смотрит на них, закрыл опять. Думает, нет, не, ну все-таки мое купе. Открывает опять, смотрит. Эти негры не могут понять, что ему надо. Опять открыл, сказал, хлопцы, шо горело. Вот. Кстати, о неграх. Ехали мы как-то в автобусе с моей маленькой племянницей. Тогда она была маленькая, сейчас у нее свой ребенок есть. Нарина. И перед этим она на улице увидела черного человека, чернокожего, и я сказала, это негр. А почему он черный? Я говорю, потому что у них кожа черная. У них в Африке солнце сильное такое, поэтому вот они черные. Ну, ребенок вроде понял. Едем в автобусе. Зашел негр, сел напротив нас. Человек спокойно сидит, едет, никого не трогает. И моя племянница палец вот так пальцем тыкнула в него между глаз и говорит, тигр, смотри, тигр едет с нами. Он улыбнулся весь такой во все свои белые зубы, ну, снисходительно понял, что ребенок не понимает. Но она всю дорогу этим пальцем вот так показывала и орала. Тигр! Смотри, тигр едет. Ой, да, весело было. Тигр с нами поехал до последней остановки. Я же готова была сквозь землю провалиться. Я как только не объясняю, она все равно. Нет, ты не видишь, вот тигр. Сколько ей было, я сейчас не помню. По-моему, 4 года, что ли. Вот. Ой, она вообще была юмор. У нас дядя все время над ней подшучивал, говорил, ну и где ты была? Вон, говорит, только сейчас сваты уехали, приехали тебя засватать, а тебя нету. Где ты гуляешь? Она так расстроилась, говорит, а ты не мог сказать, что я сейчас приду? Ну вот в следующий раз, когда придут, скажи, что я сейчас приду, и ты как-нибудь тайком меня позови. Ребенок, понимаешь, сваты приехали, а вот тебя нету. Вот пришлось им отказать теперь. Ты как-нибудь, говорит, скажи, что я сейчас приду, и мне как-нибудь сделай знак, чтобы я быстрее пришла. Ой, что-то там над ней шутили, и она говорит, а то я не понимаю, нашли, говорит, осла и заставляете лаять, как собака. Да, дети, вот дети. Дальше продолжим нашу экскурсию, товарищи. Это опять же Аметрин. Да, приятно беседовать, говорить с вами. Это редкий камень. Зеленый турмалин. Вот. Да, да, главное сиськи надеть, иначе без них на дискотеку не пускают. Давай, говорит, надевай и пошли. Да, розовым. Сейчас еще расскажу кое-что. Так, вот это зеленый аметист. У нас мы смотрели мультик Бэмби, помните, когда олень, такой красавец с рогами, выходит, спасает там мать, спасает Бэмби. И
Я говорю, вот у тебя папа тоже такой красивый, высокий. И он тут же мне сказал, и с рогами. Я говорю, не, с рогами не надо говорить, нельзя. Без рогов. Он красивый, высокий. Ну вот ребенок запомнил. И папе, как только отец пришел, ну дядя мой пришел с работы, он говорит, пап, вон там олень был такой красивый, вот как ты, такой красивый, высокий и с рогами. Потом он нас пытал целый месяц. Вы не просто так это сказали, это что-то там случилось. Говорите, иначе я сам узнаю. Ой, мы не могли его переубедить, что он безрогий олень. Он прям насторожился. Он говорит, что-то тут нечисто. Ребенок что-то где-то слышал. Я, говорит, узнаю. Я говорю, узнай. И узнает до сих пор. Ой, вот такие дела, товарищи. Так что с детьми осторожнее. А то скажете что-нибудь, как там, вот, Амитрин опять же. Знаешь, мам, вот когда ты на рынок ушла, папа вот эту вот соседскую тетю пригласил, и знаешь, что они делали? Она говорит, не-не-не, не говори. Вот когда отец придет, я при нем спрошу, ты при нем расскажешь. Хорошо. Отец приходит. Ну-ка, что ты мне хотел, сынок, рассказать? А вот ты когда на рынок пошла, папа привел соседскую тетю, уложил на диван. И знаешь, что они делали? Что делали, сынок? Ну, вот это вот то, что вы с дядей Сережей каждый день делаете, вот это делали они. Так что не надо детей пытать и спрашивать то, что не положено. Вот такие дела. Хороший ребенок, да? Павлик Морозов. Зато претензий нет никому. Да, без лишних слов. Вот, дорогие друзья, сравните. Вот это аметрин, это аметист. Видите, аметрин, он более бордовый, такой темный, аметист, то есть аметрин более светлый. Вот и вся разница. Но камни, ну, одинакового типа. Это у нас лунный камень. Лунный камень тоже разновидностей много. Я уже показывала. Посветлее, это, видите, прям зеленый, зеленоватый оттенок дает такой. Дальше. Это кианит. Это редкий камень, кианит. Кианит лечил кожаные заболевания. В древние времена им натирали. Вот. Разница есть. Просто экран не передает, но разница есть. Это александрит большой. Он меняет цвет. Это необычный александрит. Он зеленый становится. Я как-то показывала. Помнишь, Ян? Прям он зеленый становится, этот камень. С чем же я его носила? Тоже такой александрит. Он вот просто он реагирует на мое настроение. Если я злюсь, если у меня вот внутренняя вот эта трясучка, или меня вывели просто своими дурацкими СМС, этот камень у меня на пальце становится зеленый. Он очень сильно реагирует на перепад настроения. Вот натурально светло-зеленый. Я даже фотографировала, как-то показывала. Это танзанит. Вот. Может быть. На первый взгляд они кажутся одинаковые, похожи, но на самом деле это ну, далеко не так. Так, это черный аметист. Это израильское тоже производство. Аметист. Обычный.
Вот этот комплект мне подарили давно. Это афганский топаз. Сейчас, секунду. Да что такое? Вот, все. Вот он так вот выглядит. С браслетом. Нежный такой, ну такая необычная, да, нежная коллекция. Красиво. Согласна. И он такой сплетенный. Это тоже армянские мастера сделали. Вот он. Угу. Как ветки. Точно. Это у нас тоже топаз синий. Он всем нравится. Уже не раз слышала. Ой, какая красота. Все любуются. Вот она. Вот аквамарин здесь, светлый топаз и прям темно-синий топаз. Топазы разные, вот, да, различные. Это тоже топаз, дорогие друзья, видите? Только он светлый совершенно. Это такой камень, который имеет множество разновидностей, огромное количество. Так, нет, это этот берил. Это зеленый турмалин. Вот. Тоже красивый. Топазы, вообще топазы, до топазов нужно дорасти. Топазы нельзя носить в молодые годы. Топазы носят люди уже зрелые, уже прошедшие в жизни многое. А вот они тогда начинают любить топаз. Топаз, он как бы, да, это багетный просто стиль. Он такой леденец, багетный. Так вот, точечный. Он камень зрелых людей. Вот здесь тоже цаванит, цитрин, это агат. Да, вот это вы правильно сказали. Вот эти все украшения говорят о количестве людей, которые ко мне обращались. Я еще не смотрела, мне нужно ответить, представляете, я еще не успела, да, у меня там телефон не здесь. Я еще не смотрела посмотреть СМС. У меня за один день иногда приходит 200, ну, с людьми, с которыми я работаю, вот буквально месяц работаю, да, больше 200 с чем-то. Каждый из этих колец – это напоминание о моей работе. Оттуда и накопилось, вы правы. Хризопрас. Вот эти. Это еще один мне подарили. Хризопрас. Вот. Ну, наверное, да. Наверное, если бы человеку не было хорошо, он бы мне не подарил такие украшения, согласны? Дарят за что-то, просто так не дарят. Аметист – это достаточно дорогая вещь. Перстень я показывала. Да, султанит он такой магический, поэтому и тянет. Это белое золото, надо отдельно положить. Это серебро. Вот еще показываю. Зеленый аметист и танзанит. Ой. Зеленые камни и синие камни, знаете, почему они популярны? Потому что они подходят любому человеку.
с черными волосами и так далее. Ну, например, с красными камнями не у всех, да, есть. Вот есть, например, вот если женщина блондинка, она светлая или, скажем, русая, ей красные камни не очень подходят, потому что она с красными камнями как-то старше выглядит. А вот зеленый камень и синий, они как-то делают, ну, более свежее, что ли, лицо человека. Они просто такие уникальные, что они ко всему подходят и к каждому человеку, к любому типажу людей. Это у нас огненный гранат и кобры. Это кольцо называется стражники. И это я, то есть это мне подарили из, хотел сказать, это я видела. Да, это кольцо с символом. Вот, змеи и огненный рубин. Вот он. Так, ну, так выглядит примерно. Вот. Красивая вещь. Такая необычная. Особенно рубин он так показывает. И кобры по сторонам. Это у нас карабункул. Красная разновидность не рубины, это даже больше к топазовым относятся. Вот. Это тоже не очень давно подарили мне горный хрусталь. А болезнь есть карабункул, это когда высыпает красные такие прыщи, извиняюсь за выражение, они называются карабункул. Но они, ну, в честь камня, напоминают эти камни высыпания. Берил. Это называется башня. Это копия кольца, который преподнесли Кёсем Султан из корпуса Яничар. Вот это копия того знаменитого кольца Кёсем, которое она получила в дар от корпуса Яничар, как покровительница. Ее же еще называли как пророк Хизир или крылатая покровительница. Это была женщина, которая, ну, напоминает она Восточную башню, не видите? Она повторяет башню, главную башню яничарского корпуса. Поэтому ей подарили вот эту башню, преподнесли это кольцо. Оно было с бриллиантами и с рубином. Здесь бериллы и рубины, и она из серебра. Там было в золото. То есть вот она. Достаточно необычное кольцо, и все ее замечают. Как надену они, ой, так красиво, а где вы купили? Я говорю, это мне подарили. Хотела сказать, это мне корпус яничар преподнес. Но, боюсь, не так поймут. Вот, смотрите. Мгм. Да, да, да. Вот он напоминает просто башню. А почему ей подарили башню? Хотели сказать, это намек на то, что она для них как сторожевая башня, понимаете, как сила, как символ власти. Ее же очень любили. Когда ее убили, у нее ей 40 дней подряд зажигали свечи в памяти. Она была любима народом. Просто свои, кому она помогла, ее предали. Но она была очень любима народом. И та, которая убила ее, та же Турхана, абсолютно не осталась в истории. Абсолютно никак. А вот имя Кёсем осталось в веках, понимаете? Все же гречанки, они очень красивые женщины, очень хитроумные, очень разумные. Это тоже топаз. У многих императоров жены были гречанки и оставили свой след в истории. Это нация разумная, но греки
Сами понимаете, кто такие греки. Люди, которые оставили свой след в мировой истории. Все месяцы, все дни мы греческое, вообще все термины греческие. Это великая нация. Жаль, что сейчас они вот в таком упадническом состоянии, но, надеюсь, ненадолго так. Это у нас Александрит. Вот. Да, вот и хорошо, делайте эти ритуалы. Я на днях еще буду выкладывать. Ну, я родилась в Греции, ой, извиняюсь, в Грузии, хотела сказать. Греков у нас много было, и сейчас есть. И вообще у нас смешанные браки – это нормальная вещь. Да видишь, да, перепутала. Но у нас просто греков было много, поэтому в Грузии. И огромное количество греков, которые выходили за грузин, ну, гречанки, да, или грузинки влюблялись в греков. Вообще грузинки очень часто влюблялись в греков и убегали с ними, выходили за них замуж. Не было такого, знаете, никто не говорил, вот ты армянка, выходишь за грузин. Или... Как-то это было принято и спокойно относились. У нас в селе, где я родилась, каждая вторая сноха грузинка. Бабушка моя грузинка, через дорогу там грузинка, сноха, еще грузинка. Одни грузинки все. И как-то было принято и спокойно. Вот пришло время женить сына, они начинали спрашивать у вот соседских деревень, где там грузинские селения. Сейчас вот просто задумываюсь, тогда я не думала об этом. Тогда для нас это была норма, нормальная и обычная вещь. Вот и приводили грузинку со свадьбы, радостные. Никто никогда не говорил, а что грузинка, а почему грузинку взяли, а почему не армянку, а почему так. Абсолютно одни снохи у нас все гречанки, грузинки, у меня родственники тоже так. И одноклассники все в Греции вышли за греков или женились на гречанках. Абсолютно как-то, знаете, ну не было этого. Осетины жили у нас. Осетинки были очень красивые женщины. Пока эта тварь Шеварднадзе не пришел и все не... Ой, Шеварднадзе, господи, Гамсахурдия все не перевернул. Нормально жили люди. Это была часть грузинского народа. А потом все пошло-поехало убийство, ненависть, издевательства друг над другом. Я не могу понять этого. Это настолько нации похожие культуры. Вот и сейчас живут в Абхазии грузины. И в Грузии есть абхазы, знаю. В небольшом количестве, но страшно, дорогие друзья. Вот реально страшно, когда люди, вчерашние соседи, настолько зомбированно выходят убивать друг друга. Это ужасает, потрясает вот эта вот ненависть, вот эта свирепость друг к другу, вот это отсутствие милосердия вообще. Ну, не могу понять. Вместе росли люди, вместе жили, а потом какая-то тварь настолько хорошо настроила всех, что люди начали убивать друг друга, когда, ну, ужасно. Одно время была политика вообще против всех не грузин в Грузии. Это во времена Гамсахурдия. Аракартвели, вот такой вот термин вышел. Как здесь говорят, не русские, там были не грузины. Фашистское поведение молодежи, жуткие страшные вещи творились. Шеварднадзе, по сути, спас Грузию. Что бы о нем ни говорили, но бандитизм был, дорогие друзья, на каждом шагу, на каждом углу. Милиция, все. Вообще, это 90-е были вообще ерунда. 90-е о чем говорят? Там такая была... Да, так было страшно жить вообще всем. Людей били на улицах. Вот ты по-грузински не говоришь, они кидались, начинали избивать бешеные вот молодежь, зомбированные. Потом эти войны начались. Страшное время. И было очень больно за этим наблюдать, потому что старшее поколение, они выросли с нами, они никогда не отделяли нас. А тут надо, оказывается, знаете,
Грузины, не грузины надо делить. Ой, ну сейчас вот относительно нормально. Я спрашивала, все эти националистические лозунги пропали. Люди как раньше жили, так живут, опять же, спокойно. Тбилиси построили армяне, тбилисские армяне вообще, армяне в Грузии, они, знаете, они не пришедшие откуда-то, они коренное население Грузии. Они тысячелетиями там живут. И многие земли когда-то были Арменией и отошли к Грузии. То есть это армянское население, которое испокон веков вот от отцов и дедов там жило и живет. Не знаю. Вот придет человек, да, вот рыба гниет с головы, придет человек, настроит всех, и начинается ненависть. Придет нормальный человек, уже легче. Потом пришел Саакашвили, точно такая же ненависть, потому что отец был армянин, бросил мать. Вот у него и ненависть к армянам. Вот, пожалуйста. И он убрался, опять тишина, спокойствие. Ой, нам нужен мир, господа, мы все люди. Мы просто все люди. Вот иногда думаешь, люди с Баку отправляют мне подарки, благодарности, и думаешь, вот не дай боги как-нибудь попасть в Баку. Неужели вот эти же люди будут меня убивать просто потому, что я армянка? А сколько таких было случаев, когда по приглашению фирм поехали туда армяне? В тюрьмах в Баку есть до сих пор армяне. Поехали туда, думая, что компания их защитит. Привет, Илона. А их потом в тюрьму посадили, армян. Понимаете, и некоторых пытали, они умерли и не смогли спасти. Сейчас есть молодой человек, который повар, его пригласили, фирма пригласила и сказали, что все будет хорошо. Он приехал, а его там обвинили в какой-то наркоторговле, шпионаже, держат в бакинской тюрьме. И я думаю, вот мы общаемся с людьми даже здесь. Я помогаю, я многим азербайджанцам помогла и помогаю. Для меня нет разницы, человек есть человек. Вот враг– это когда он напал на мою землю, вот он мой враг. Он напал на мою семью, на моего ребенка, он мой враг. Но когда человек просит о помощи, когда у человека тяжелая ситуация, он человек для меня. И я вот думаю, вот попаду я в Баку, да, неужели эти люди будут меня убивать или сажать в тюрьму только потому что я армянка? А как тогда человеческое понимание? Ну, не верится мне, я не думаю. Мне все-таки кажется, что люди, с которыми я общаюсь, которые знают меня как человека, да, они за меня заступятся, и они мне помогут даже в такой ситуации. Да, да, все. А я не могу спать, потому что мне тоже стало легче, но я же с вами вместе провожу. И после этого у меня прилив энергии. Особенно делайте вот эти два первые, там вредители это ладно, когда вы чувствуете, да, вот первое и второе, древнегрузинское, очень сильные работы, дорогие друзья. Я долго думала вам дарить, нет, но подарила. Да, это очень жуткое все дело. Я просто думаю, зарабатывали Алиев и Саркисян свои кровавые деньги, а люди там гибли. А люди гибли. Мне жалко. Я никогда не радовалась ничьей смерти, особенно молодых. Когда я захожу, смотрю, вот там пишут всякое. Вот армяне, хорошо, вот он сдох, туда-сюда. Я говорю, люди, не делайте такие вещи, нельзя. У вас тоже растут дети. Ну что вы пишете? Как вы можете такое написать просто? Я помню, я зашла, когда видела, как азербайджанка оплакивает своего сына молодого. Да, убитые также на этом, ну где вот граница. Все понимаю. Я написала, я сказала, может быть, эта женщина посчитает меня врагом, посчитает, как ей нравится.
Но мне ее жалко, и мне жалко ее ребенка. И я никогда не радуюсь смерти молодых, кем бы они ни были. Это неправильно. Пока мы не перестанем радоваться смерти друг друга и несчастьям друг друга, мы просто будем орудием в чьих-то руках в грязной игре пешки. И нас будут натравливать друг на друга и радоваться тому, как мы погибаем, как дураки, ради чьих-то денег. Очнитесь, просто очнитесь, и все. Просто очнитесь. Глаза откройте. Нельзя так жить. Мы уже соседи, никуда не денешься. Мы уже соседи, мы уже живем вместе. Все. Наши это земли, да, наши земли. Исторически наши земли. Но вы же там живете, ну что с вами делать уже? Будете жить, вы уже там построили города, дети у вас есть, вы живете там. Ну живите, ну оставьте нас в покое. Вы уже взяли, сколько могли взять. Ну дайте нам на той земле, где нас осталось хотя бы жить. Вы понимаете, что армяне перенесли геноцид. Вы знаете, сколько этот народ пострадал. Понимаете? Вы же это все знаете. Вы прекрасно знаете, что это все эти пропаганды о том, что армян вообще не существовало, и вообще это все непонятно откуда пришли. Это все фигня. Вы отлично знаете, что Баку даже построили армяне, и самые богатые люди были там армяне. До сих пор есть армяне, которые приняли азербайджанскую там фамилию и живут. Я хочу сказать, что вы-то знаете, что это нормальный народ и достойные люди. Вот почему я могу помочь любому человеку, армянину, азербайджанцу, и турку, и грузину, и кому угодно. И я не сижу и не думаю, и никогда не говорю, вот он азербайджанец, пусть он тогда помирает, я не буду ему помогать. У меня нет такого. Я беру, я снимаю с человека страшные такие вещи, болезни, и человек жив, и меня благодарит, и все такое. Почему я так не думаю, что, ну вот раз он вот азербайджанец, зачем мне ему помогать? Да потому что это низкая вещь, как это можно делать? Это человек. У него есть семья, у него есть дети, у него есть судьба. Он человек, понимаете? Я еще раз повторяюсь, враг это тот, который пришел убивать меня, моего ребенка, мою мать. Вот он мне враг в этот момент, мне все равно, кто он, хоть марсианин. Но если человек просит помощи... Недавно был снят такой фильм, где... Ну, опять же, недавних событий, где опять встретились, опять поубивали друг друга, перестреляли. И вот валяются там между трупами мальчик-армянин и взрослый мужчина-азербайджанец. И вот пока они полуживые лежат, он ему говорит, мол, вас, армян, резать надо, вы не люди, вы не народ, я обязательно совершу свое действие. А тот говорит, а мне бы с места суметь встать, я тебя вообще прикончу. И вот они, значит, так облаивают друг друга лежа. И тут он говорит ему, эй, Кардаш, то есть друг, сынок, начал уже, Олум, не спи, иначе умрешь. Он говорит вот этому армянскому мальчику, не спи, сынок, спать нельзя, если ты будешь спать, ты умрешь. И когда он увидел, что у того силы заканчиваются, он отключается, он себе колит последнюю вот эту дозу, которую дают всем, да, воюющим мужчинам. И с каким-то великим трудом подполз, значит, к нему и снял с себя вот телегрейку, вот эту все, и его накрыл. Накрыл и рядом умер. И вот когда приходят забирать, этот парень смотрит, свои пришли, забирают и говорит, меня спас враг. Да, говорит, видишь, он тебя накрыл и сам умер. Ну как же он меня спас? Ну как же он меня спас? Он не мог понять, как он мог такой... Он же дополз до меня, он мог меня убить, и он меня спас. Понимаете, дорогие друзья, когда такие вещи смотришь, ты думаешь,
Ну зачем вы друг друга вот так убивали, если вы могли просто по-человечески рядом жить, люди, жить, просто жить? У вас сколько вам дано жить, азербайджанцам? Сколько дано? 500 лет? Столько же, сколько и армянам. 60 лет, 70 лет, не знаю, сколько лет вам дано жить. Ну неужели нельзя жить, просто жить и уйти? Дети у вас растут, внуки растут, радуйтесь жизни. Зачем мы друг друга убиваем? Ради чего? Вы уже живете на наших землях, дорогие друзья. Это наши земли. Давайте признаемся. Это действительно армянские земли. Потому что армяне более древний народ, исторический. Но с другой стороны, ну раз вы уже там живете, ну что теперь делать? Турция тоже когда-то была Грецией, да, Византийской империи. Ну, теперь-то уже Турция, люди же живут там. Уже все. Что ж теперь этих людей всех выгнать и по новой там, ну, это уже смешно. Ну, все, отошло. Мы сами просрали, извините за выражение. Все закончилось, надо жить. Просто подумайте над моими словами и не принимайте армян за врагов. Это такие же люди, как и вы, поверьте мне. И ничем они не хуже, ничем они не страшные, ничем они не злобные, ничем они не такие сякие, как пытаются вам внушить. Это нормальные люди. Я помню, когда один азербайджанец снял ролик, в котором сказал: в Азербайджане у нас даже есть специальные уроки ненависти. Помните? Я вам показывала. С малых лет с садика еще учат, кто такие армяне, а как надо их убивать и так далее. Не знаю, зачем это делать, но это есть. И он говорит: я был уверен, что армяне это очень свирепые, конченые просто племя людей, пока я с ними здесь не познакомился. И когда я здесь познакомился, я понял, что это нормальные люди, цивилизованные, это люди с древней историей. Я, говорит, с ужасом для себя обнаружил, что армяне не звери, не животные, это нормальные люди, как и мы, и лучше нас. Понимаете? Все идет от невежества. Чем больше ты знаешь народы, тем больше понимаешь, что все народы достойны уважения, любви и так далее. Вот я к этому и призываю все время, когда я вам показываю различные песни различных культур, когда я вам дарю различные чистки, различные ритуалы удачи других народов. Я пытаюсь вам объяснить, дорогие друзья, что все эти народы – это люди. Люди, которые имеют право на жизнь, у которых есть древняя культура, чьи какие-то заговоры, ритуалы и вообще традиции, обычаи могут для вас быть спасительны. Понимаете? Я пытаюсь вот это вот объединить вас и объяснить вам, что просто мы все одинаковые. Когда ребенка убивают где-то, точно так же плачет и сходит с ума, как и армянка, как и азербайджанка, как и грузинка, как и русская. Одинаково это все чувствуется в каждом народе. Беслан. В Беслане были дети осетины, русские, грузины были, армяне. Многие погибли, все, ну, очень много разных национальностей. Там даже корейцы были, которые погибли, дети. И это горе общее объединило людей. Никто не спрашивает, вера чья, на каком языке говорите. Всем одинаково больно. Да. Вот когда мы не знаем друг друга, мы друг друга ненавидим, воспринимаем как враги. Когда узнаем близко, мы понимаем, что мы такие же люди. И вот эти дети, которые погибли, до сих пор прошло уже сколько лет, каждый раз смотрю, каждый раз мне тяжело смотреть, очень больно. И точно так же больно всем. Вот я читаю, там написано с Казахстана, да, написано с Австрии, с Германии.
Различные люди различных национальностей, они чувствуют эту боль так же. Они просто, возмущаются, они не могут смириться с тем, что можно зайти, можно детям запретить пить, можно детей убивать, понимаете? Никто не сказал, вот как хорошо, что это были христиане, нам их не жалко. Но это конченый только может сказать, если, да, такое может быть. Но их мало, слава богам, таких тварей, поэтому мы рады, что на земле еще есть люди. Да, начали с камней, закончили темой о мире. Просто вспомните, что мы все люди. Мы здесь не вечны, мы делим с вами то, что нам не принадлежит. У нас будет 2 метра земли, а у кого-то кремирование. Ни хрена нам не останется, дорогие друзья. Ни черта не останется. Дадим друг другу дожить до своих седин, правда, и уйти, когда нам надо, и когда у кого какой срок, когда кому надо уйти. Не приближайте этот конец друг друга. Знаете, мужчины одной нации убивают мужчин другой нации в огромном количестве для того, чтобы какие-нибудь генералы понавесили себе новые ордена и медали. Вот и все. Омерзительно это все. Вот убили вашего ребенка, и что получили взамен? Дали вам какой-то там орден посмертно. Им ничего не стоит взять и дать какую-нибудь медаль, понимаете? Что вот вы молодцы, у вас сын там воевал, вот тебе медаль. Сиди с этой медалью, обнимайся и живи. Что оно тебе дало? Ничего. Ненависть рождает ненависть. Вырастить поколение людей, которые ненавидят другую нацию, вы получите будущих маньяков. Потому что эту ненависть они будут выплескивать уже на вас, понимаете? Я когда своему сыну рассказывала про геноцид в 2015 году, и вот он мне сказал: мам, а вот все турки плохие. Я говорю: нет, сынок, не все плохие турки, и не в турках было дело. Дело в том, что народ так настроили, что надо идти и убивать другой народ. А среди турков есть и хорошие люди, как и везде есть. Что среди армян нету подонков? Как сказал один из наших великих, подонок армян – это особый подонок. Даже не похоже на других подонков мира. Конечно же, есть. Боги нас создали разными, чтобы нам было интересно жить на этом свете, а не для того, чтобы мы друг друга резали. Понимаете? Вот зачем мы созданы разными. Чтобы было интересно жить на земле, а не убивать друг друга. Не ради этого они так сделали. Мы сами выбрали свою дорогу. Нам никто не говорит: иди, убивай, режь. Человек сам это делает ради наживы, ради пустой воинской славы, ради чего-то еще. Никому это не надо. Это надо только человеку, глупому, тупому человеку, который думает, что он вечно будет жить, который не понимает, что его поколение за это будут платить. И идет, делает и совершает чей-то приказ в своих корыстных целях. Вот и все. Да. Все, на этом закончим, дорогие друзья. Вот прям 6 утра я спать не могу. Ну что такое? Не могу, не тянет. Вот так у меня прибавилось просто энергии, что я не могу спать. Спасибо большое. Мне приятно. Видите, моя мудрость не всем нравится. Мудрость, она не в почете в наше время, к сожалению. Но не в почете у дураков, у нормальных людей она всегда вызывала уважение. Мир такой, бороться надо. Ай. Зато очистились, зато у вас в ближайшее время будет очень хорошее состояние в жизни. Потому что, я говорю, долго думала, дать вам этот
ритуал не дать, но решила все-таки поделиться. Кстати, читайте их шепотом лучше. Шепотом. Я просто громко читала, потому что так надо было. А вы читайте шепотом. Такие работы, они очень помогают, когда их шепотом читают. Да. Все, дорогие друзья. Я пойду, мне еще это все раскладывать надо. Ну, я такая больная до чистоты, поэтому я разложу. Только тогда и лягу спать, если получится. Все, всем спокойной ночи. Точнее, всем доброго утра. О чем я вообще? Какой ночь? Утро уже. А Наполеон пойдет немного отключится. Вообще-то уже давно я не Наполеон, уже давным-давно я уже терминатор железный Арни. Вот так лучше подходит. Ой. Да. Железный Арни. И напоследок скажу вам такую веселую вещь. На Кавказе мужик задавил курицу на машине, вышел, посмотрел по сторонам, никого нету, взял курицу, кинул в багажник, только собрался закрыть, выходит дед из кустов с винтовкой и говорит: вот только не надо мне говорить, что ты эта курица хотел в больницу забрать. Вот такой вот. Такие боевые дедушки у нас на Кавказе обитают. Чтоб вы знали. Да. Все, дорогие друзья. Я спать. Ну, если получится, конечно. В чем я крупно сомневаюсь. Ну, попробую. Немного, слегка. Спокойной ночи. Точнее, доброго утра. Что я говорю? Опять ночь. Какая ночь? Доброго всем утра. Бонджорно, итальяно. Раз уж из Италии, привет. Все.